Притыкал? Тыкни. Я в циркеле. И хочу показать, какой он в разрезе. Добрый день! Сегодня мы будем готовить пахлаву. Это традиционная армянская выпечка. Для этого нам понадобятся такие ингредиенты. Для теста яйца, сметана, сливочное масло, мука, сода, ванильный сахар и соль. А для начинки нам понадобятся орехи, сахар и белки. Подробный рецепт я напишу в описании под видео. Заранее просеянную муку мы высыпаем в емкость, куда мы будем перетирать со сливочным маслом. Немного оставим. Сливочное масло у нас комнатной температуры. И так руками мы перетираем в масляно-мучную крошку. Масло мягкое и очень удобно перетирается. Докажу. Готовим. Вот питались. Основном закажу. Получилась вот такая крошка. Где-то больше масла, где-то меньше, ничего. Так может быть. Делаем такое углубление. Потом заливаем сметаной. Сметана может быть 20% или 30%. Чем жирнее, тем лучше. К сметане добавляем чайную ложку соды без горки. Немного соединяем сметану с содой. И делаем тоже углубление. Добавляем сюда 3 желтка. Белки мы оставляем для начинки. Далее щепотка соли. И чайная ложка ванильного сахара. И соединяем все ингредиенты в эластичную мягкое тесто. Сначала ложкой, а потом, когда соединятся все ингредиенты, можно руками вымесить тесто. Уже сложно мешать тесто руками. Сейчас будем месить на коврике. Высыпаем оставшуюся муку. И сверху это тесто наше. Ikari lūknes. Ani. Опрямовчикось. Главное, тесто
тесто у нас получилось мягкое, такое эластичное. Правильно? Будем делить тесто на 4 части. 2 колобка у нас будет по 400 грамм и 2 по 300 грамм. 430. И маменька си. Сашкинг, чур саур. Спасибо. Мы формируем такие колобочки и оставляем отдохнуть в холодильнике на полчаса. Перед тем, как использовать орехи для начинки, мы их заранее промыли. Теперь подсушиваем, поджариваем, чтобы выпечка была более ароматная. При 180 градусах 15-20 минут они поджариваются, подсушиваются. Пока у нас тесто в холодильнике, мы займемся начинкой. Мы измельчаем орехи ножом до среднего размера, не сильно мелко и не сильно крупно. Так в выпечке она лучше будет чувствоваться. Но также можно и измельчать в блендере. Выбираем красивые орешки и оставляем для украшения пахлавы. 15-20 штук. К орехам добавим сахарный песок. Пол чайной ложки корицы и чайная ложка ванильного сахара. Перемешиваем. Будет холодно. Угу. Добавим 3 белка, которые мы тогда отделяли для теста. И 2 и еще 2 белка дополнительно, желтки, отделяем для украшения теста, пахлавы. Ой, белки сюда. А желтки для смазывания пахлавы. Es nicht schlau, was da Mann. Durch Mama, Mama. Хорошо перемешиваем до однородного состояния. Начинка у нас должна получиться как влажный песок. Как касса. Кажется? Для сочности начинки мы хорошо вымешиваем руками белки с сахаром и орехами. Туалететь. Очень наклеваться. Все, готова начинка. Припыляем немного коврик мукой и раскатываем колобок, который сам большой, 400 грамм. Тесто очень приятное, мягкое
эластичная и очень легко раскатывается. Мгм. Раскатали тонкое тесто. Теперь перекладываем на противень. И вот так выравниваем края. Будем распределять начинку для первого слоя. Делим орехи на 3 равные части. И вот так распределяем тонким слоем по всему пласту. Распределили начинку, а теперь раскатали второй слой. И опять накрываем сверху орехов. Если по размеру немного не сходится, это тесто очень эластичное, можно просто руками потянуть за края. И закрыть ореховую начинку, чтобы она хорошо легла. Вот так прижимаем немного. И опять распределяем ореховую начинку. Мы раскатали последний слой теста, распределили сверху и теперь вот так закрываем под низ, вот так прищипываем все слои теста, чтобы не раскрылись и не потекли орехи. Вот ножом вот так под низ. К 2 желткам добавляем немного молока и смазываем сверху. Молоко даст золотистость и красивый цвет будет наша пахлава. Так смазываем сверху. Чтобы кусочки пахлавы у нас были ровные, мы вот эти края немного срезаем и теперь уже режем на такие кусочки. Просто верхний слой режем, до конца не доводим. На такие полоски. Теперь формируем ромбики. Кладем на каждый ромбик по одному орешку и немного придавливаем.
окунемся. Все, а теперь мы отправляем в духовку на 170 градусов на 30-35 минут. В общей сложности пахлава пеклась 40 минут. Вот такая она золотистая. Выключаем духовку и режем не до конца наши ромбики. До дна мы не доходим. Стараемся быстро резать, пока пахлава горячая, чтобы мы залили медом. Дома аромат корицы, орехов. Анеля фотогалис. Такой аромат. Пока пахлава горячая, мы заливаем медом. Нам понадобится 3-4 столовые ложки меда. Можем еще вот так кисточкой распределить. Мед даст дополнительный блеск и очень красивый вид будет наших ромбиков. Что там? Если ничего так галичане. Отправляем готовую пахлаву в выключенную духовку на 5-7 минут, чтобы все ароматы смешались и была золотистая корочка. Вот такая пахлава у нас получилась. Нежная, ароматная, пропитанная медом. Все, кто пробует мою пахлаву, все в восторге от нее. Она очень вкусная. Сейчас они попробуют. Капустя сами? Да. Да. Я постаралась пошагово показать вам подробный рецепт пахлавы. Пробуйте, это очень вкусно и вам очень понравится. Тоже ты как? Тыки? Я в церкви. И хочу показать, какой он в разрезе. Вот такой вот. Пропеклись все слои. Очень ароматная ореховая выпечка. Пахлава армянская.